Эльдор, привет. Добро пожаловать в Ташкент. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Давай заявим, что это Эльдор Шамуродов, игрок сборной Узбекистана. Он нас сюда пригласил. Это место называется Ташкент-Сити. И якобы это как Москва-Сити. Но мне кажется, это немножко по-другому. Ну, здесь домов меньше, мне кажется. И больше... Там есть еще фонтан. Это как в Дубае. Это как в Дубае? А Да. почему ты нас сюда пригласил? Почему Потому не что старый здесь- Ташкент? Почему новый? Интересно здесь. Больше интересного и более современный этот. А тебе Люди- Ташкент какой ближе? Старый, вот тот традиционный или тот, который, я не знаю, растет, развивается и так далее? Мне и так хорошо, потому что иногда хочется и современное что-то, и иногда просто старое что-то. Нет, подожди. Вот мы в Ленинграде родились, Мы допустим. старые, мы не современные. Кому-то больше нравится одно, кому-то другое. Понятно, Нет, у что не меня хочешь вот- обидеть. Не, у меня вот такое... И еще в Сурхандаре. Я вообще родился в Сурхандаре, в Джаркургане. Там вообще маленький город. И все совсем другое. Я могу туда приехать, со всеми семьей быть. Интересно. Ну, через какое-то время хочется, где больше людей, знаешь, город. Ну, ты поиграл в Европе, пожил в Италии, понятно, что современный мир, скорее всего, тебе ближе. Мы вчера Да. были на игре, но для нас ты был, точно лидером сборной. Ты сам себя ощущаешь, что ты главная звезда этой команды? Ну, я уже понимаю, что это, потому что я еще не молодой, и многие верят в меня, и поэтому стараюсь не подводить и помочь команде. Так. Скажи, вот лидер на поле, он должен только подсказывать или есть момент, когда ты можешь напихать? Вот мы сидели высоко, это, может быть, и не слышно было. Но есть кому-то прилетает этот самолет. Ну, где-то придется, да, пожестче говорить, но это больше подсказки, я думаю. И лидер вообще должен в первую очередь сам показать, я думаю, на поле. Не то, что говорит, а не делать. Надо сначала показать, а потом у других тоже спрашивают это. Не, я тебе скажу без лести, они вчера были очень впечатлены твоей игрой и сказали, что ты прям сильно прибавил по сравнению с тем временем, когда они тебя видели в России. Ну, больше уверенности, я думаю, потому что в России вот то, что мне не хватало, это вот я не очень уверен был в себе, и поэтому я понимаю то, что мне не хватало в России. При Карпине, когда уже пришел последний год, уже был чуть-чуть уверенный, но все равно сейчас уже многое видел, с многими звездами работал, поэтому и учился очень многое. Скажи, я думаю, что когда Коновар возглавил сборную Узбекистана, он с тобой как-то отдельно разговаривал, говорил, спрашивал тебя, или таких встреч не было и разговоров? Ну, и чуть-чуть общались, когда познакомились, он уже знал что-то про меня, что я играл там. И он вообще очень добрый такой, вроде такой большой звезда, прям как он, Андрей. И поэтому спокойно общались, я вообще не видел. На итальянском? Да. А, ну вы же близкие. Ты хорошо, кстати, итальянский знаешь. Да. Ты уже сколько провел в Италии? почти 5 лет. Мне кажется, как- итальянский тебе сейчас дается лучше, чем русский, нет? Вот сейчас ты идешь с нами и мучаешься. Не, это больше по практике, больше разговаривать на Если русском. ты чуть успел зацепиться за испанским, щас- родим на испанском тоже лучше, чем на русском. Я просто не стеснялся об этом сказать. Последние дни только с ними говорил на итальянском, поэтому сейчас чуть-чуть нормально. Насколько тебе тяжело давалось изучение? Я, когда собирался в Италию, переходил в Джену, Карпин говорил «бонджорно», я не понимал, что это такое. Ну, как быстро это выучил? Потому что адаптироваться в команде, вот по своему, скажу, опыту, Ну, вот знаешь- когда приезжаешь один, тяжело. Не, это точно тяжело. Вообще, первые дни у нас тренер был. Джено, он ходил, у него был такой аппаратик маленький, он говорит на итальянском и переводит на русском. Вот так объяснял. Я вообще ничего не понимал. На итальянском и на английском. И приходилось учить быстрее, понимать что-то, чтобы общаться с ребятами. Первый год было очень тяжело. Слышишь, мы когда сюда приехали, Влад мне рассказал историю, что вам подарили автомобили, да, когда вы вышли на чемпионат мира. Вот я хочу спросить, где тачка?
Нет, это у других ребят был, я не получал, у меня не было. Почему их всех вывезли же, я видел фотографии. А, на это стадион. на чемпионат мира? Да. А этот автомобиль я дарил папе. Отдал Он- папе, да? да. А что за тачки хоть давали? Ой, я- BYD, электромобиль. Био что? BYD. БМВ? BMW, Нет, бит. Я не знаю. YD, да? Да. Ничего себе. Это китайский электромобиль. Я видел, они стояли все вывезенные на стадион, прям на Да, беговой да. дорожке, что ли, прям для каждого футболиста, Да. который заслужил. Папа ездит, Да. а о них написано А знаешь, что-нибудь. вообще, по-моему, их оштрафовали из-за этого, потому что по регламенту, оказывается, нельзя было так делать. Что значит, нельзя было дарить автомобили? Нельзя было вывозить автомобили на поле. Ну, я думаю, там справились, наверное, со штрафом. Ну, я думаю, да. Ты вспомнил о том, как ты переходил в Дженуа, Да. но по сути это такая была прорывная история для Узбекистана. И для меня тоже, если честно, очень большой. Потому что в Европе играть это первая вот мечта была. И как бы осуществил эту мечту, проходя Джену. Как Я ты Я только советовался? сам не ждал, что вот через год перехожу в Рому. Не, ну о Роме мы еще поговорим, но не здесь. Ну, у тебя большая часть карьеры прошла в Италии, поэтому мы идем в итальянский ресторан. Да, Пойдем. хорошо. Ой, я сейчас макароны закажу. Не говори. Это будет сюрприз. Да. Молодым пацанам можешь говорить? Смотри, в таком эпизоде действуй вот так вот, особенно по сборной. Или ты считаешь, что это задача тренера? Я лучше могу не говорить вмешиваться? многое, но если они сами этого не пробуют на игре, они не поймут, тяжело поймать. У меня тоже многие говорили про это, но я только понял это, когда делал это на играх. И потом уже сам придет, чувствуешь этот момент. Мы уже упомянули, что Канаваро пришел в вашу команду. Что-то изменилось в подходах? Отпускает он вас? Тренировки какие-то В другие? режиме дня. Это он поменял первый, вот нам пришли, у нас не было физиотерапевта, он привез. Он привез потом два за питанием, которые следит, как называется? это? Ну, Я это всегда- нутрициолог. Нутрициолог, Нутрициолог. да. И шеф-повара привез. И, конечно, тренировки стали интенсивные. Он всегда старается больше этот интенсивность просит. То есть они короче, но ты больше устаешь, да? Даже не короче, а это еще и долго. Длинные, еще долго. Да, Все да, быстро и Это интенсивно. как Спалетти, наверное, да? У Спалетти тоже Кто-то длинные сказал, что тренировки. ему нравился этот тренер Ромы сейчас, который. А я не знаю, кто сейчас тренер Ромы? Которая таланта тренировала. Да. Гасперини. Гасперини. Да, А- вот, у него вот плюс-минус такие нагрузки. Эльдор, а у тебя есть, по сути, какая-то особая роль в сборной? Потому что у вас нет языкового барьера, ты один из самых опытных. Вот нет такого, что Канаваро именно через тебя пытается команде доносить какие-то идеи свои, посыл? А ты можешь говорить, что ты не понял и свои идеи доносить. Да, нет, такого не будет точно. Но слушай, Не, вот- у нас есть еще этот переводчик, который... Тебя проверяет, правильно Он ты больше... переводишь? Не, когда мы общаемся только на итальянском, но в основном он говорит на английском, Ага. и переводчик переводит всегда. А, то есть Канаваро говорит на английском с Да, командой? Да. Смотри, история про Барселону, когда тренировал Бобби Робсон, такой был, переводчиком у него был Мауриньо. Да. И Мауриньо переводил с английского, Бобби Робсон не знал испанского. И какие-то вещи Мауриньо переводил так, как он хотел, потому что в Барселоне было пара человек, знающих английский. И они потом в своей книге, там два брата играли, они об этом рассказали. Мауриньо как бы на свой взгляд и риск переводил, как он хотел. Нет, когда у тебя тренер Канаваро что-то поправить, я думаю, не важно, не очень нужно, потому что он всегда говорит всю правду, как думает, и это все правда получается, поэтому не надо ничего изменить, делает это. Если переводчик где-то ошибается, я могу его чуть-чуть поправить, не в футбольном плане, потому что это тоже тяжело, когда ты переводишь одно, а смысл этот футбол Ну да. другой, и поэтому я стараюсь это. Через 2 месяца уже, сколько? Два, да, месяца чемпионат мира. Твои ожидания, что для тебя чемпионат мира? В первую очередь, это возможность молодым игрокам, которые у нас есть, очень хорошие игроки есть, и чтобы показать себя. И второе, это, конечно, мы идем не просто участвовать на чемпионат мира, а как что-то показать, что у нас тоже есть футбол,
И у нас тоже есть хорошие игроки и какой-то результат. Но это для команды, а для тебя ты тоже не молодой, Э, как мы его узнали. Ты мог представить, что ты будешь на чемпионате мира? Я всегда мечтал об этом. Вот Аршавин не был на Я- чемпионате мира. Я мечтал, вот мечта сбилась, я еду, если все, дай бог, все будет хорошо, и я поеду, я думаю, просто буду наслаждаться. Хорошо, а ты не боишься, что у вас такие соперники, что у вас Колумбия, Португалия, вам накидают, я не знаю, по трешке, Нет, и вы такого, приедете, и вас здесь скажут, о, зачем вы туда поперлись? Ну, ты же нет, должен такого понимать уровень ощущения. этих команд все И равно. мы понимаем, и поэтому у меня нету точно ощущений таких, что кому-то будем явно проиграть. Я знаю нашу силу, и я знаю, против кого мы играем. И если мы хотим, мы сможем что-то добиться. Ну, даже, давай, вот без обид, во вчерашнем матче провалов в обороне было предостаточно. Ты понимаешь, что если Габон не забил такие моменты, то Колумбия и тем более, кто вторые? Португал. Португалия, они ж не простят. Ну, это точно не простят, но у нас еще вчера был смешанный состав, который только вот в защите играл первую игру в составе. Вот, 24-й левый Розов? защитник. Да, да. А знаешь, что на него поставил? Что он Что? забьет? Да? Короче, мы смотрим на наши прогнозы. Я говорю 2-0 Шамуродов. Это товарищ, тряпка, как всегда. 1-0 Шамуродов. Я говорю, ладно. Возьму, я говорю, ты мне даешь 2 других любых. Я смотрю список. После тебя еще 2 игрока. Я думаю, ну они точно из нападения. Я говорю, вот это 15-й, 24-й. Первое, что я смотрю на поле, 2 15-й, 24-й в защиту. Ёпарасоте. Но когда он стал ходить на угловые, я понял, что это мой шансик. Я был самым радостным человеком на трибуне, когда он забил. Сначала я визжал голос Шамуродова, но когда забил 24-й, я фамилию. Как? Урозов. У Роза. Розу, да, да, да. Я думаю, что громче всех на стадионе из 25 тысяч было слышно Аршавина. Визга было столько. Что успехом будет для вас считаться, для сборной? Выход из группы? Ну да, думаю, да. Это если реально смотреть. А если Ну, нереально? нереально. Если нереально, то можем дойти, я не знаю, повыше. 1,8, Страна как будет ждать? Исландия. Вот смотри, мы сегодня когда- разговаривали с кем-то, сказали, что матчи будут начинаться в 6 утра. Это очень рано для Для узбеков. плова это Узбекистана. нормально, как мы поняли в Узбекистане, а для футбола Но это страна рановато. будет жить этим чемпионатом мира. же. Придется привыкнуть. Привык. Да, мы пораньше же поедем, что-то у нас время будет привыкнуть. Слышишь, а если бы сейчас сборная России встретилась со сборной Узбекистана, как думаешь, за кем бы победа осталась? С Россией? Да. Честно, да, вот Ну, честно. Ты я против верю, что Карпина, мы ты можем против выиграть. Карпина. Мы можем выиграть. Я верю в это. Если у нас оптимальный состав будет, я думаю, мы можем. А знаешь, еще интересная мысль. Сегодня нам сказали корреспондент, который работает, ну, местный из Узбекистана, он сказал, что, оказывается, в РПЛ и в первой лиге ни одного футболиста Впервые. отсюда, России. впервые в За всё России. время. Как думаешь, с чем это связано? Сейчас интерес от всех стран есть Узбекистан, футболистам, и много приходит скауты. Предложений? Да, Мгм. конечно. И, конечно, это ситуация потому что нам всегда было трамплин, если в Россию поехать. То есть дальше в раньше Европу первое поехать. место, куда вы Щас- целились, это Россия. Сейчас Россия Потому это что если тебя через не Россию пригласили в было, другое место. да, было полегче ехать нам в Мгм. Европу. Сейчас уже они прямой смотрят. И плюс еще, если в Россию поехать, политические вот эта проблема. Потом И не играют переходить в в Европу Европе. тяжеловато, да. Вот Мгм. из-за этого, я думаю, меньше. Лагашов как-то рассказывал, Лагашов, вы бывший твой партнер, правильно, что Да. Карпин настраивал в матче против Спартака чуть ли не нецензурной брани. Если такие же, допустим, Мауриньо может так против соперника настраивать? Или кто-то там Раньери, кто-то еще? У Мауриньо вот только одну я точно помню. Он всегда относится ко всем соперникам одинаково и очень любит, например, с судьями. Он работает очень много, нам объясняет, как у них психологически, как Про у них судей? работает, да, про судей. У Как себя вести на поле по отношению к да, судье? да. Он даже теорию сделал отдельно про судей. Специальная была, да? Он всегда Для вот всей при- команды или для для всей определенных команды. игроков? Это даже приходил один судья, который закончил. Мгм. Он приходил, нам этот рассказывал. Что он такого рассказывал? Типа, если вот на следующей игре работает эта судья, какой у него психология. Например, кому-то надо чуть-чуть давление делать, кому-то... Ну, типа, с кем-то можно разговаривать, с кем-то нельзя. Да, да, кому-то чуть-чуть расстояние держать, вот так.
Ну, то есть вот то, что ты он говорил, рассказывал... что всегда, если обратить внимание, он говорил всегда вот с командой идти, потому что если по одному идти, он может желтый показать, если с командой, он не может. А, даже такие детали, да? И она, кстати, очень помогала. Он даже в Варе, как работы рассказывал. Один раз мы играли в конференц-лиге. Например, говорили, если у тебя попадает куда-то, просто лежи. Если ты чувствуешь, что фол, просто никуда не смотри. И это получилось так. Один игрока ударили по ногу, они выбили, там игра пошла, он лежал там до конца, и раз они забили из дальнего удара. Потом пришлось этот VAR вмешаться, и они посмотрели, там фол, отменили. Ты когда в Рому пришел, у тебя была конкуренция большая. Как мы сегодня смотрели? Абрахам, да? Ты не получал 100%. Причем сначала перешел ты, по-моему, и только они под конец купили Абрахама, нет? Разве Да, так было? я пришел, я вообще думал, там Джеко будет. Мы Германака это всегда обсуждаем, типа вот если... Германака это Герман Владимирович? Герман Ткаченко? Да. Видишь, понял, если у тебя отчество Владимирович был бы, ты был Владислав Ака. Герман Ткаченко у меня был президентом, так когда ты, я сам играл. а так в ты Самаре. Николаевич обычно. Вот всегда вот переходим и обсуждаем, какой у меня шанс поиграть там. Ну вот И смотри, вопрос такой. Вот ты приходишь в команду, и ты знаешь, что есть конкурент на твою позицию, которого Да, тоже... ты ему ответил, Да. он только об этом Нет, начал. я хочу разъяснить. И в этом плане, может быть, не стоило тогда в Рому, а что-то другое. Или Так в ты- Нет, том-то там дело, я он начал, когда- он думал, что он с Джека будет, Да. а пришел там Абрахам. Джеко Абрахам. ушел сразу, и потом пришел, они купили Абрахама, они купили, и потом я читал про то, что типа, он должен все игры играть по 90 минут. Такое тоже было. Они но- его там и это за психологически как космические бы деньги все равно, купили, да? Да, за 40. Какой самый тяжелый стадион в Италии, на котором ты играл? Относительно давления болельщиков. Ну, в качестве соперника. А дерби, наверное, нет? Дерби, ну это да, один из самых. Ну там всегда 50 на 50, там, и наши болельщики. Ну я думаю, Наполе тяжелее. Сан-Сиро мне нравится играть. Сан-Сиро нам нравится ездить, мы там футболистов не различаем. Да, мы поехали смотреть Интер-Ливерпуль. 70 минут критиковали футболиста под 10 номером, думали, что это Вирц. На 70-й минуте он выходит на замену. На 70 Выходит на замену. минут критиковали МакАлистера, думая, что это Вирц. Но стадион нам тоже нравится. Нам нравится туда ездить. Они еще говорили, что-то Вирс поднабрал в массе, стал ножки быстрые ушли. Короче, два специалиста приехали и не разобрали. Владислав Николаевич вспомнил историю про Логашова и то, как вас Карпин настраивал на «Спартак». Это же всегда для него были особенные матчи. Ну, понятно, раньше там работал. И вот та история, про которую говорит Логашов, когда он там матерной кричалкой мотивировал на игру, и ты же в той игре забил победу. Да. Расскажи, что было после. После я радовался, все радовались, но прям такого я не помню, что это было, потому что для меня это была обычная игра, все равно, чтобы нам надо было выиграть. Конечно, против Спартака всегда больше мотивации, потому что ты играешь с большой командой, в которой в России. Примерно не больше всегда. Красавец. Спартака. Ну, больше двойные были, тройные. По-моему, была двойной. Да? Да. Эльдор как раз победный забил. Везде так это, если с большими командами играешь, они сделают двойное премию. И сейчас в Турции то же самое. А, так и в Турции? И в Турции такой же? Да ладно. А в Европе, в Италии вообще не было премии. Нет? Ну, в Англии примерно так же, там чисто Бонусы, да? символические. Да. Но Не, ну я удивляюсь, в Турции тоже двойные? То есть бывает, ты выиграл игру, и президент заходит, или там, я не знаю, начальник команды говорит, что сегодня двойные премиальные? В Турции, например, сказали сразу, что вот, с большими командами будет двойник. А вот в Ростове было, он заходил, вот будет двойной. Или после игры, когда мы выигрывали, проходит и говорит, все радуются. До перехода в Турцию были какие-то еще варианты? Почему В Россию не было желания перейти? В Россию не думал, у меня приложений тоже из России не было. не было? А если были, ты бы это Ну, рассматривал? вот мы вчера в один голос с Варшавой сказали, что для любой команды Ну, из первой пятерки ты бы подошел. подошел. Причем стартовый состав. Я бы обдумал про это. Я точно не сказал, перешел бы или нет. Это, ну, надо будет подумать это. Я тебе больше скажу, они сказали, вот ты для «Зенита» идеально подходишь. С Бешикташа было в этот. До Башакшехира.
и другие чемпионаты тоже были. Бешикташа прям конкретно. Слышишь, ну тебе повезло, ты работал с Карпиным, с Раньери, а Мауриньо. Мауриньо. Все хвалят Нури Шахина. Что Кстати, ты про него можешь сказать? Не, у Шахина интеллект футбола, он прям замечен, он очень хорошо понимает футбол, и он очень хорошо знает, что делать. Команде, Команде, или игрокам? и игрокам тоже. Он думает как футболист. Есть тренера, которые просто говорят, и футболисты должны делать то, что Сам он додумать? говорит. Да. А он прям, что ты чувствуешь? Это больше как Карпин, знаешь, Карпин то же самое говорил. Типа, вот если у тебя ты плохо тренируешься, он приходит и говорит, что случилось, почему ты так тренировался сегодня, у тебя какие-то проблемы дома или где-то, скажи. Если нету, давай, надо получше потренироваться, потому что так не получится. Да? Типа, я все вижу. И у Шахина то же самое, он все чувствует, То есть он близко всё с игроками понимает. общается так же, как Карпин? Да. И он больше с мячом и хочет играть всегда, вот, тактически очень много работает. А Мауриньо? Мауриньо, мне кажется, наоборот, он немножко абстрагирован от игроков, нет? Да, у Мауриньо чуть-чуть другой, он более тактически чуть-чуть, как это сказать, более оборонительный и более индивидуальный он ждет. То есть Например, Мауриньо, говори. Мауриньо никогда, если футболист ошибается, он прям Съедает да, и съедает, потому что, говорит, ты не можешь так ошибиться. Например, у Нури Шахина говорит, ты можешь ошибаться, но должен делать то, что я говорю. Это с мячом он, когда ты теряешь мяч, какие-то ошибки Рискуешь, будут, да, он ничего не говорит. А тебе как футболисту что ближе? Играть вот жестко в тактической схеме, допустим, Мауриньо, что требует, Ну, это должен быть или свободы больше? мере. Футболистам нельзя просто свободу дать тоже. Если мне дают свободу, я начинаю расслабиться, я это чувствую. Ты знаешь по Да. себе? А вам не кажется, И- кстати, что вы вчера очень много пятками играли, нет? И Да. иногда это перебор был. Ну да. Вот поэтому говорю, иногда надо пожестче говорить где-то. Но если проходит она, это красиво все. Не, красиво. А если не проходит, это выглядит как Да. с Не, просто колпачком на иногда носу. вчера атака. было через перебор. Я думаю, раз 8 сыграли, причем разные. Ты, Урунов, потом защитник, по-моему, там еще кто-то. Да. Знаешь, что еще бросилось в глаза вот по матчу вчера? Что вы не играете вратарю назад. Вот отбираете мяч и стараетесь сразу атаковать вперед. Это как установка от Коновара, в том числе, но он недавно работает. Или из-за того, что ты там? Или сами тоже по себе ребята в Узбекистане собраны, которые в атаку нацелены. Ну, это тренер просит больше за спину играть, больше интенсивности. И, футболисты все равно, я думаю, должны чувствовать этот момент. Но у нас больше они всегда хотят вперед играть. Но это вредит иногда команде, потому что ты не можешь играть всегда вот, бей-беги. Не Тяжело раздражает, будет. что Урунов слишком много на себя берет и начинает Не, ввалиться с это этим его мячом? сильная сторона, я Ну, думаю. иногда он- переборщить хочется мяча же. Я ему сегодня сказал, что он сапоги снял. Ты он 3 раза, когда можно было забить спокойно, если бы он был Да. техничен. А то он Не, мяч все время как подбивает. Мы же знаем, что в Иране сейчас чемпионат не идет, он давно не играл еще. А. Из-за Причем этого, у вас я же думаю, чуть-чуть- несколько, да, игроков сейчас так чуть-чуть выпали. поиграть должен. У вас несколько футболистов, которые из основного состава сборной, и они как раз играют в Иране, и, по сути, у них сейчас нет матчей, вот, да. и как будто бы это может повлиять на сборную. Если они должны держать себя в форме, вот это очень тяжело без игр. Так получилось, ничего не изменить. Но, конечно, это будет влиять. Потому что они как бы основные игроки все равно. Нам важно, чтобы все были в форме. У тебя очень крутой сезон дебютный в Турции получается. Во-первых, почему ты именно такой путь карьеры выбрал? Потому что, мне кажется, были и другие варианты. А во-вторых, ты связываешь вот эту результативность как раз с Шахином свою? Ой, это тоже, да. Первое, я выбрал Башакшехир из-за того, что впереди чемпионат мира первый, чтобы больше игровой практики было. Но я мог и в Роме остаться, но не хотел это. Еще там меньше давлений. Мгм. И они, если раз тебя вызывают, тебе верят. И они говорили, что я буду играть в каждой игре. И это все как бы важно было для меня.
Потому что мне 30, если остаться в Роме еще на 1 год, и там тренер менялся, не понимал, что будет в этом году, потому что они все равно считают первым Артема нападающим. Довбик там? Да, Довбик был. Я должен всегда там что-то доказать, чтобы 2 игры подряд в составе выйти, понимаешь, да? И если что-то пойдет не так, опять мне надо сесть на замене, и потом игровой практики не будет хватать. Я понимал это, и поэтому выбрал маленький, но у них инфраструктура очень хорошая. Они 11 лет, за 11 лет играли каждый год почти в Европе лиге, в европейском или на чемпионате. Они выиграли 1 раз. Ну это же чемпионат. вообще, насколько я знаю, президентская команда, да? Они же да. ее создали. Но я из-за этого Башакшехир. меньше любят, по-моему, в Турции, нет? Ну, у них очень мало болельщиков. Ну, это потому что новая Новая, команда. Да, новая команда. Но они же чемпионами становились. Ну да. Там тренер был другой, потом еще Шахим пришел. Когда он пришел, я вообще удивился. Так получилось. Он совсем тренирует и играет то, что как мне нравится в футбол. И это как бы еще больше давало уверенность. Мы хотим, чтобы ты выбрал лучшего футболиста из Узбекистана, который играл в РПЛ. Я буду тебе называть фамилии, и ты должен говорить или-или, окей? Эркинов или Юлдошев? Для тебя. Юлдаш больше играл, мне кажется. Ну, тебе надо выбрать одного, выбирай. Ой, тяжелый. Это самое нелюбимое. Ну, придется сделать. Да мы так все Пусть будет делаем. Иркинов, хорошо. Эркинов или Ашурматов? Именно по карьере в России. Иркинов пусть будет. Эркинов или Ирисметов? Я думаю, Ирисметов, он был все равно в Спартаке был. Ирисметов или Урунов? Урунов, Урунов или Касымов? Касимов. Касымов или Файзулаев? Касимов, Касымов или Пашинин? Касимов пусть будет. Касымов или Маминов? Касимов, я просто не знаю, как они другие играли. Касымов или Адил Ахмедов? Это тяжелый вопрос. И относись к этому серьезно. наверное. Конечно. Сейчас его все равно нарежут Ахмедов. так, там будет лучше вообще Маминов. Адил Ахмедов, да, ты выбрал? Да, Адил Ахмедов или Виталий Денисов? Ахмедов. Ахмедов или Шумуродов? Пусть будет Ахмедов. Скромно. Потенциально рассматриваешь в ближайшие несколько лет свое возвращение в Россию? Если честно, я об этом иногда думаю, что будет, если пока еще ответа нету. Иногда представляю, может, и А у тебя могу большой вернуться. Я длинный не могу сказать, что нет. Длинный контракт Вернусь. с той Турцией? Или они вообще в аренду тебя отдали? Нет, они в аренду Рома. взяли и... Могут выкупить? Да. Это обязательный выкуп. Обязательно. Должно измениться, допустим, Россия должна вернуться в Еврокубки, чтобы повлияло на твое решение? Я думаю, да. Ты можешь сказать, вот ты, по сути, долгое время был в России в самом начале своей карьеры, и Карпин был тренер, который, мне кажется, многое тебе заложил. Есть какие-то советы или какой-то опыт, который для тебя до сих пор полезен из того, что он тебя обучил или подсказал? Это профессионализм, я думаю, в первую очередь. Потому что в Ростове нас все это всегда заставлял. Он прям заставлял по времени это писали. Если кто-то не приходит, например, массаж или холодную воду делать, он штрафовал. Хорошо, он тебя заставлял сладко не есть? Да. А ну ты же сейчас ешь? Нет. Нет? Я не могу просто есть, потому что как будто если я ем, как будто у меня уже в этом психологическом плане, что я начинаю Что набирать рядом- вес, да. Что рядом где-то Карпин сейчас. Не, Где-то в Стамбуле. мне нравится, когда себя чувствую хорошо на поле. Если у меня лишний вес, я плохо себя чувствую, я не могу играть. И поэтому стараюсь держать в форме. В Стамбулу привык? Тяжеловато после Очень Италии. большой, что ли. Да, очень большой. А что, Совсем там на другой. машине едешь или на метро гоняешь? Там же жуткие пробки. Нет, там шофер у нас есть. Шофер взял. А там пробки вообще сумасшедшие. В аэропорту ты прилетаешь, когда- Еще машины, так дорогие все машины. В чем разница в менталитете у российских
футболистов и игроков из Узбекистана? Разницы, я думаю, нету, менталитет похожий. Нет такого, что вы более дисциплинированы? Это больше по характеру, я думаю, но менталитет плюс-минус одинаковый. У нас все равно другое воспитание, больше уважения, поэтому с детства учат ко всему. Скажи, а как история с Хусановым повлияла на ваш футбол? Потому что, когда игрок переходит в такой клуб, мне кажется, это прям сильно влияет на футбол в целом. Если честно, я даже не представлял, что кто-то еще в скором времени пойдет в Европу играть. Когда он он перешел в Ланс, и через год уже перешел в Сити, я еще раз понял, как можно в футболе все быстро меняться. Потому что у меня то же самое было, когда я в Гену перешел, и через год в Рому. Я не понимал, как так. 2 года назад был в Ростове, и сейчас в Роме. Тяжело представить. Я думаю, у него тоже. И я, конечно, радовался. Я понимал, что больше игроков из Узбекистана, больше молодых игроков, они заслуживают играть в Европе, потому что у нас есть хорошие футболисты. Ты можешь себе представить, что он станет одним из, не знаю, может быть, станет лучшим защитником центральным в Европе? Конечно, у него для этого все есть потенциал. Все. Почему? Потому что он в физическом плане вообще один из лучших в Англии. Чуть-чуть, если защитникам нужно чуть-чуть уверенности и в тактическом плане чуть-чуть надо научиться, это больше от практики, я думаю, зависит. Он еще молодой, и у него вся карьера впереди, поэтому он может. Что он тебе рассказывает про Сити? Не прям много разговариваем про Сити, Но он нам вообще показался очень скромным парнем. Да, он не любит много говорить. Смотри, у нас есть передача, мы скептически к этому отнеслись. А то есть мы. Знаешь, как он его Да. Хусанов, это Я- узбек, как Не, он его послушай, взяли. я никогда не мог поверить. Парень перевожу. из Узбекистана переходит в Сити. Я говорю, да не будет он там играть. Я говорю, они 40 миллионов потратили. Ну, конечно. Проходит полгода, он играет в стартовом составе, и мне приходится закрыть рот. Хорошо, я закрыл, но ты сейчас честно скажи, ты веришь, что он придет и заиграет? Или хотя бы, сколько ты думал, заиграет, ладно, но не сразу. Конечно, мы же тренировались вместе, и я знал, какой у него потенциал. Я понимал, что чуть-чуть ему опыта не хватало и уверенности. И это вопрос времени все равно. И он даже, я думал, уже через год будет играть. Он сейчас очень много играет и так. И я думаю, поэтому и говорю, что он может стать одним из лучших защитников. Я прям снимаю шляпу перед ним и извиняюсь. Ошибки свои надо исправлять. Да ничего страшного, И я вчера с ним признавай. переговорил, я сказал, что мы тебя все равно будем ругать, особенно Слав Николаевич. Но ты не злись, это мы любя. Теперь выбираем лучшего тренера в твоей карьере. Карпина не будет, не волнуйся. Касымов или Лушан? Луша. Лушан или Кучук? Луша. Лушан или Балардини? Балардини. Балардини это где, в Дженоа был? Гена, да. Балардини или Карпин? Карпин. Карпин или Раньери? Раньери. Почему так? Раньери это, я не знаю, Раньери это тренер, да? Это нет, он не такой тренер, вот он всегда хорошо относится к футболистам, хорошо и понимающий, но когда надо, он жестко Но многие говорят про него, что он тренер из прошлого. для них из прошлого, но для футболистов он очень такой, как отец, скажем так. Я не знаю, вот Раньери, смотри, мы играли как-то Сарагоса в Валенсию, он тренировал Валенсию. И перед игрой ты приходишь смотреть поле. Ну, еще приглушены эти свет, и в центре поля стоят две команды. А я там после вышел, чуть позже, подхожу к центральному кругу, 20 футболистов из двух команд стоят, смеются, и Раньери рассказывает анекдоты перед началом матча. Для меня было такое откровение, команды будут между собой играть. И он рассказывал. И я с тех пор понял, что Раньери такая фигура, и потом действительно так и продолжил. Спасибо, это вырезаем, давай дальше. Для меня, можешь закончить, это Раньери самое... Раньери или Мауриньо? Я же говорю, может закончить, потому что Раньери, Раньери да. для меня самое-самое. Потому что мне очень нравится, он как человек очень хороший, во-первых, и во-вторых, как тренер тоже он многому может научить. Но главное, что он тебе подсказал. Он
одно самое важное, он никогда, если ты ошибаешься или еще что-то, ничего не говорит. Если ты не бегаешь на поле или чувствуешь, что ты расслаблен, он сразу будет прям убивать, потому что он всегда говорит, играйте от сердца, потому что футбол это ваше самое любимое дело. И надо играть от сердца, а остальное ошибка, все происходит. Ну, у нас с ним был поэтому в Калере нереальный камбэк. Футболисты, когда даже проигрывали, они верили, потому что от сердца играли, и мы один раз проигрывали 3-0, и после 80-го минуты забили 4 гола. Все? Все. Ура. Спасибо Эдуард, большое. спасибо большое. Да, это Спасибо было тебе знакомство. огромное. Легенда. Теперь можно поесть. Не, кстати, макарошки, честно, знаешь, что хотел сказать? Жалко это, нет. Это самый лучший плов, который я ел в Ташкенте, эти макарошки. А что ты на камеру, ты постеснялся? Это яиц не хватило сказать. Ну, я бы сказал, я думаю, это выглядит как тебя, поэтому.